Всем привет! Я на даче нахожусь. Ну, я думаю, это понятно, да, по фону? В общем, мы приехали вчера, но я вчера ничего не снимала, потому что нечего, мы поздно приехали, распаковались и все, пошли спать. Вот, нечего было снимать. Сегодня уже суббота. Мы сейчас поедем в магазин за мясом. Хотим сегодня мясо в печке запечь. Потом приезжал брат и привез нам граммофон с трубой. Я сейчас его тоже покажу отдельно. Но, точнее, не сейчас, чуть попозже, когда мы вернемся, потому что надо быстренько съездить. Есть у нас там с ним некоторые сложности, но тоже потом расскажу. Они решаемые. Вот такое солнышко припекает. Утром было слегка прохладно, потому что ветерок. Сейчас уже все, уже тепло. Ну, в общем, все, мы быстренько едем. Там дальше поснимаем. Это похоже сало. Мяско взяли, да? А это кто? Свинина? Это свинина, да? Ага. Это мы заехали в магазин фермерский. Там у них получается свои сыры, мясо, там что, сало, масло, пельмени. Ну, я вам там показала до этого, что там было в наличии сегодня. И под заказ они там еще пекут пиццы, всякое такое. Вот мы взяли сейчас вот такой вот шашлык из свинины. 3 пакетика. Вот, раз, два, три. Вот он. По 560 грамм они идут. И вот это общая цена. Вот вышла он 2039. Вот родители говорят, они там не первый раз берут, что у них хорошие. Сыры не пробовали, может быть как-нибудь, когда-нибудь потом. Кузя, привет. Смотрите, что я тут обнаружила. Оказывается, горшочки у мамы есть с котиками красивые. Угу. Да, сейчас идем. Красивые такие. Не знаю, как хотите. Можно нарезку просто. Черепашка такая. Хорошенькая. Хорошенькая. Скиносики. Лапка у нее пострадала, надо будет реставрировать. Бедненькая. Сейчас к вам подлезем. Не получилось. Где-то еще что-то есть шансы у нас. Это последняя партия Да. мяса? Угу. Так. Ей еще ручку надо, да, приделать? Была раньше. Да делать надо, по крайней мере, сейчас уже хоть пользоваться можно. А это ты из той же сделал, да, которая Да, была? просто этот С другой стороны еще? плиту переделал. А, Сюда поднял наверх и все, и подогнал поточнее.
Короче, миску делаем. Вот и так, если карту в пожарном режиме, это все можно. Ну да. Это чьи рога? Лось? Это мне вот в прошлом году на Часовском работал. Подарили. Да? И что с ними на теперь вешать сюда куда-то? Да, да, надо подарить. Ну не сказали, чьи рога? Ну, как это, лось? Лосиные, да? Лось, да, он охотник просто. А, шишечки. Мягенькие такие, свежие. Розочки. Ну-ка. Ну-ка. Смотрите, вон. Сжимаются. Потом высыхает. Вот я посмотрю, тут нету. Нет, на другом есть. В общем, они потом большие становятся. Потом по цветочкам отдельно пройдемся по растениям. Посмотрим, что там новенького. Точнее, что цветет. Ты где? Ты зелень набираешь? Ты зелень набираешь? Что ты там берешь? А ты нам в тот раз щавель положила, мы даже не знали, обнаружили только спустя несколько дней. Да? Да. Ну, ничего не случилось? Ну тогда в тот момент нет. Сейчас не знаю. случилось, да? Не знаю, вроде пока нормально должно быть. Пойдем домой. Что, шпината такого рукола ничего нету пока? Пока еще нет, да? Ну ладно. Влаги нет, ты еще видишь. Так вот, сейчас пока просто жара. Подожди. Вот петрушка все, кстати, от себе возьмешь. А, это кинза вот. Нарежь, сейчас не буду резать. Не, ее в чистом виде не надо, ее в еду. Ага, с собой возьмешь. Свеженькую такую. Вот, смотрите пока, что там на фоне. Потом пройдемся, я чего-нибудь поснимаю. Пока есть. Так, сейчас зелень помоется там. Та-дам! Смотрите, нам привезли камин. Вот такой вот в итоге выбрали. Печь-камин на ножке. Вот это вот как будто бы дерево, но это на самом деле камень какой-то. Не помню, если честно, название, если родители помнят. Чуть попозже подскажу. Тут вот получается такая боковая вставка. Вот и сверху. Так, короче, он вот такой черный матовый. Мне нравится то, что вот эта стеклянная деталь, она достаточно большая, ну, дверца. И получается воздушная. Помнишь название камня? А? Не помнишь название камня? А там название есть разные? Что-то вы говорили какой-то. А? Какой-то говорили. Так, как открыть? Ага, вот так. Вот. Ипс. Что там? Так. Слушай, а тут... Вообще... Я так не написано. Что? А тут ничего не открывалось? Не знаю. А картинка? Нет это? Там Сейчас, лежала подожди, картинку посмотрим. снизу вода. А, тут закрыто. Все открыто. Это лежала. Кто там лежал, не помнишь? Или просто она вот так лежала тут. А, перчатка? А, мне кажется, что-то вытаскивалось. Можно будет в интернете зайти посмотреть эту модель. Название, не помню, чешский вроде какой-то. Ну, ты говорила какой-то. Ла-ла-ла. Ой, мне спину печет. Вот с утра там Короче. солнце. Ага. Короче, там внутри вот такой вот материал. Шамот. Что-то там шамот. О, такой вот шнурочек. Это, видимо, чтобы не терлось. Вот так вот здесь везде. Ну, в общем,
Нужно будет еще заказывать дымоход. Вот там сверху отверстие. Будем делать черную трубу. Вообще изначально у нас планировался вообще другой камин. Там именно камин. Я вам картинку сейчас ставлю из Ростовой. Вот, но с ним не сложилось вообще никак. Поэтому вот такой вот у нас будет. Но он тоже хорошо подходит. И потом нужно будет дымоход по каждой комнате там сверху провести. Так что ура! Наконец-то этот угол у нас придет в более законченный вид, потому что под него здесь оставалось пустое пространство. И какое-то время даже был склад стройматериалов. Вот. Потом, когда встанет камин, вот эту вот зону нормально расставит. Кресла будут вот тут. Там всякие торшеры и так далее. В общем, движется процесс. Я очень рада. Так, покажу поближе. Это вот такая модель. Называется Arctis 8D. Фирма ABX. Потом, когда до конца установим, будем смотреть, как все работает. Да? Надеюсь, будет красиво. Так, хочу показать, что у нас тут в саду сейчас расцвело. Вот это вот калужница, да, желтая. Ага. А это? Это азалия. Азалии розовенькие. Вот так вот раскрытые они. А, это уже рододендрон. Это рододендрон? Да, ага. большими. А вот это кто азалия. красивый? О, вот это, кстати, вообще красиво. Это тоже рододендрон. Так, ага. Ой, это Это примула. Такие большие. Это желтая тоже примула. Ну, маленькая. Она, наверное, просто Ну, деточка. деточки, да. Угу. Так, здесь у нас всякие ели. И такие подсохли уже. Это у тебя гортензии, да? Да. Стоят, размножаются. Сейчас мама быстро польет. Здесь флокс такой вот небольшой. Они на ночь закрываются, да, наверное? Поэтому чуть-чуть скручиваются. Ну, вот эти вот. Вот они раскрытые, нормальные. Майки. Надо чистить. Мы хотели почистить. Какой тут почистить? Угу. Ну, у нас так, видишь, выходные ничего не получается каждый раз. Вообще ничего не получается. Болтаем и болтаем. Угу. Надо как-нибудь приехать не болтать. Да? Не получится. Да. Так, это сбоку. Короче, тут все из цветущих. Так, рядом с беседочкой тут тоже. Так, ну тут также рододендроны розовенькие. Сорта разные, зерно они почти одинакового цвета. Ну да, вот эти похожи. Так, это вот на штамбе плакучая лиственница, да, очень красиво смотрится, мне нравится. Европейская. Ну, тут вообще красиво так выглядит, мне нравится. Когда они такие все разные по высоте, по форме. Это сосна горная. На штанге тоже. Шишечки. Да, с такими кудрявыми лапками. Собственно, надо обрезать под эти все работы. А это кто? Это пион. А, это пион. Такие у него листья, что-то я думала, что у пиона другие. Вот ранний. А, ранний сорт. Так, и это... Опа. Прострельчики хочу поближе. Эти пушистики такие красивые. И вон там фиолетовый, смотрите, вообще красивый. Так, это яблоня такая с бордовыми цветочками, декоративная. Еще где-то розовая есть. Так, это я тут на яме лазю. Где роза? Вот розовая. Сейчас я ее с другой стороны. Идь. Лазим. А, нет, с этой стороны еще хуже, да? Короче, там большие розовые цветочки красивые. Вот, смотрите, купена цветет. И вот это, по-моему, камнеломка. Вот мне именно вот этот вид нравится, когда как цветочки, сами листочки. Так, еще пиончик. И вот тут примулы розовые. Ну, их, конечно, много разных цветов. Разные. Особо сниму. Смотрите, что я необычное заметила. Это, оказывается, тоже рябчик Михайловского, да? Обалдеть, как выглядит интересно. У меня в букете в тот раз были шахматные рябчики, а это Михайловского. У него там шарик внутри.
Я такие не видела. Вообще случайно шла, заметила. Ха. Давай, рябчик, покажись. Классно. Ой, а там один лежит. Кто-то его застрелил. Заходим вглубь участка. Здесь я общим ракурсом покажу хвойники, потому что по цветущим хочу пройти сейчас. Да, здесь розарий, но пока что здесь, посмотрите, какое поле незабудок. Во, какие они все. Одни розы будут. Здесь голубые, а вот здесь вперемешку голубые и розовые. Просто красота. А это кто, тоже флокс? Да. Вот у меня в букете такой был. У него очень нежный цвет, такой голубо-фиолетовый. Но почему-то на камере как-то у меня все серит. Ну-ка, с другой стороны. Короче, красиво. А вот это кто такой? Сердечки, ты мне говорила, я не помню. Вот эти? Угу. Это Ясколка? Яснотка. А, яснотка. В общем, здесь на самом деле все розы. Просто пока еще ничего не цветет. Армянский гиацинт. Ну все-таки. Гиацинт. Ну вообще в горшочках на 8 марта гиацинт продают похожие очень. Наверное, сейчас у меня это. Вот Так, а вот это крупный он армянский. Гиацинт. Ой, а этот вообще как-то смотрится интересно. Они Почему он? разные, вот. Какая-то пушинка. Ну плотно, тверденькая. Они сорт мелкий. А он не пахнет? Потому что гиацинты же вообще очень приятно пахнут на всю квартиру. Этот не пахнет. Ну не все пахнут цвета. От сорта, наверное, Да, зависит. Я не нюхала, не знаю. Да? Пахнут они, нет тут. Ой, еще вот смотри, какой градиент голубой. Да. Мускарик, нет? Не мускарик он. Вот этот, думаешь, тоже мускарик? Короче, мы из забыли. одного сорта, это не Мы могу, забыли. видишь. Ну вот это, по-моему, мускарик синий-голубой. Правильно? Вот они из одного, да, все. У меня голова. Короче, мы не помним. Сейчас с обратной стороны тут еще вот это. Какая еще деменция? Вот это сосна же, да? Сосна? Это сосна, да. Вот мне нравится то, что вот так свечки вверх, но их надо убирать. Ух ты, какие Надо, толстые. срочно, да. Вот это Они что? шишкой уже превращаются. Ага, Надо успевать их. отламываю. А вот толстую тоже надо убирать? Да. Смотри, одна шишка уже есть. Это старая. Ага. Что будет, если шишка сделается? Не, ломать надо. Ну ладно, вот эту верхушку сейчас только надо убрать. Что будет? Если не убрать? Плохо расти будет, хуже, да? Нет, они вырастают большими. А, нам не надо большие, нам Да. надо удерживать размер. Компактные. Все понятно. Хотя шишки тоже красиво. Они у нее Они красивые потом будут. Такие вот эти маленькие сорта. плотненькие прям. Да? Мгм. Слушай, ну вообще тепло. Мгм. Хорошо, Это на тепло. штампе Соня. Ой, Какая Соня? Соня. Туйка Соня. Нет, не только ель. Нет, вот На это? штамбе. Ель? Ель это, да. А, ель. Соня. Почему? Сорт называется, да, Соня? Надо обрезать. А тут бело-желтенькие такие Белобок, пушистики. ель голубая. Белобок? Ага. Классно. Желтыми вот так. Это вот новый прирост молодой. Мгм. Вот этими ценится. Он более компактный сорт. Мгм. Так. Бересклет, да? Ага, Желтенький вот, такой. алая. А на камере зеленый. Вот. Почему-то. Так, тут всякие стелющиеся. Хвойники бегло показываю. Это не деформис. Вот это, да? Как столик, который не деформис. Слоями. А это яблоня. Тут вообще прям, смотрите, усыпана. Такая вот плакучая форма у нее. Все это яблонька. Так, а тут у нас береза плакучая. Смотрите, выросла уже вон. Бесконечность. Когда-то была вот такая. Так. Куча баданов цветет. Вот есть такой насыщенный розовый. Такой вот он. И есть нежненький. Такой розово-фиолетовый. Вот он. Короче, весь пруд зарос, уже ничего не видно. Так. Здесь такой
Такой вот общий вид делаю круговой. Шук-шук-шук. Мы тут в детстве лежали, загорали по центру. Так, кстати, еще хотела показать. Мне нравится то, что молодой прирост, он получается более светлый, да? Мягенький такой. А более взрослые уже темные. Получается такое вот сочетание цветов. Очень красиво переливается. Объемненько и живенько. Туйка. Так, это тоже лиственница, похоже. Хотя, кто его знает. Вот тут я не уверена. Это тоже лиственница? Нет, это... Нет? Да. Ой, Карагана. это карагана. Акация, это ветка. Акация. Ну, просто Смотрите, другой. вон как. Слушай, я что-то увидела. Вот это что такое? Куст Это с ива. розочками. Такая ива? Какая она, да? Обалдеть, смотрите. Она Розочка. только еще просыпается. А вообще на камнеломку похоже. Очень классно. Это махровые листья. Ага. Надо посмотреть, как она потом разовьется. А это кто? Вот это тоже карагана, акация. А, Пендула. пендула. Ясненько. На горох похоже. Так, на клумбе тут пестрая такая композиция получается. Это все барбарисы? Все барбарисы. То есть получается такой вот красный, желтый, какой-то бордовый, да, сиреневатый. Молчай, вот так цветет Осенью еще цвет. на верхушечках. Ага. Так, там нарциссик спрятался. Такие примулы. Тут цветные. Ну, оранжевых ты не помнишь, что нету, наверное, да? А? Оранжевых, наверное, нету, да, у тебя таких примул? Тоже было это. Ой, вот этот вообще, конечно, красивый. Копытин. Копытин. Название, конечно. Не посажены. Ага. Вот тут похоже оранжевый. Тут... А, ну он такой желто-оранжевый, да. А вот это вот нежно-желтенький, очень красивенько. Нежность. Вот еще тут. Ну и так везде по чуть-чуть разбросано. Получается вот такой вот. Да, везде по чуть-чуть сидят. Я их специально туда не видишь. Ага. Им сухо. Ну им хорошо по отдельности. Они так смотрятся Я сразу. Тут не Вон пропали. беленькие. Там же у меня хосты. М. Потом хосты выйдут. Я хочу Ага, поэтому по их, вот очереди, видишь, да? Не везде. Вон белые вообще, смотри, звездочки, Полоска да? я тут уже их сажаю. Все. Ага. Мгм. Между ними все. Сухо, видать, они пропадают. Тут все же было посажено. Кустарники. Тут много ирисов. О, а тут как раз пахнет эта зона хорошо. Ароматные же ирисы. А, точно, тут еще сирень перекрывает все. Так, еще желтые вот такие однотонные есть. Ой, сейчас отойду. Цыплятки. Вот этот вот классический, очень сладкий, приятный аромат. Очень люблю именно такой цвет. Ой, такой аромат сирени. Так, дальше вот такой вот темный. Сейчас я его поближе покажу. Вот у него более травянистый, что ли, аромат, больше зеленой ноты. Вот поближе. Цвет, конечно, очень насыщенный. Такой очень темная, сиренево с капелькой фуксии туда внутрь, наверное. Интересный аромат. Ой, а тут, короче, двухцветный. Двухцветный красавчик. Опа. Блядь, тут... По мне жук ползет. Фу, я спаслась. Так, надо меньше тут лазить, по мне уже всякие лазят. Короче, аромат. Я аж забыла, как он пах. Сейчас, подождите. Надо другую веточку взять. Что-то я тут уже на это нахваталась жуков. Вот такой вот жук на мне сидел. Короче, тут тоже такой более зеленоватый, но с чем-то еще. Давайте, я не буду нюхать. Давайте просто смотреть. Самый нежный, наверное, цвет, если белый не брать в расчет. Вот такой вот
розовый сейчас подлезем. А как бы так подлезть? Как бы так подлезть? Ну ладно, не подлезть, короче. Эти толстые ветки просто. Так, я приближу. Розовенький, нежненький. Красивенький. О, классно. Все, я тут, короче, нанюхалась, по мне жуки уже всякие ползают. Гигантские. А тут у нас полив. С этим распрыскивателем удобно, да, поливать? Классно. Да, надо много прям стоять поливать, да? Я помню, мы в детстве поливали. После обработки вот эти, Некоторые пострадали. да, свернулись. Ну ничего, не восстановится, наверное, да? Так, и белая. Невесточка такая. Смотрите, шапка. О, опять! Уа! Это уже шмель. А нет, это жук, наверное. Это шмель или майский жук был? Такой большой. Да? Загудел тут. Ой, эти высокие уже. То есть есть какие-то более карликовые, да, сорта, есть повыше. Но все равно слишком высоких у тебя нету, да? У нас высоких нет. Да. Но есть совсем еще небольшие, где-то ты говорила, да, прям миниатюрки. А, это карлики. Ага, прям карлики. Но они еще не цветут, поэтому. Вот смотрите, здесь прямо вот такие сугробы. Это я понюхаю. Мне нравится то, что у яблони вот такие вот большие крупные цветочки. Красиво же. Белые и розовенькие мне нравятся. Так, ну здесь тоже у нее мамы из хвойников композиции всякие. Ну, тут, конечно же, посажены и хосты, и... Ой. Тут тоже и примулы, и мускарики, и нарциссы. Всякие штамбовые. Ой, а вот это мне вообще нравится. Смотрите, на корягу она положила такое. Интересно, да, получилось? То есть вот это вот она сама добавила. И там шишечки розовые. Тоже уже светлеют. Ой, трясется сильно. Но розовые. Так. Вот еще такой вот леший, усыпанный тоже шишечками. Мне напоминает лешего почему-то. Так, и смотрите, еще тут есть эти ландыши. Что может быть нежнее ландышев, да? Ой, слушайте, на приближение так трясется. Ужас. И так-то трясется. У меня, к сожалению, в телефоне нет стабилизатора вообще. Поэтому вот так вот всегда трясется. Ой, смотрите, башмачки. Это я случайно вчера вечером заметила. Башмачочки, башмачки. Башмачковные. Где-то еще желтые должны быть. Ой, башмачок. Классно? Классные башмачки. Вот парочка туфелек. Так, сейчас сфокусируем, наверное. Дымс. О! Туфельки, да? Такие туфельки. Я извиняюсь за тряску. Ничего не могу сделать с этим. Стараюсь руку не трясти, но вот у меня такой телефон. Смотрите, вот это супер цвет. Это супер цвет. И вот эти мне красные очень нравятся. Ой, свечечки красивые. Супер красивые, да? Так. Хочу вам показать. Как ты говоришь, он называется? В углу тут спрятался такой красавец. Марин корень? Вообще, смотрите. Это похоже на шиповник. Это похоже на шиповник и на пион. Это два в одном. Да? А похоже по цвету, по форме цветка на пион, на шиповник, а по размеру и по листьям на этот. Пионы, пион. они все ну, как бы выведены из моревого корень. Да? Да. Вот, поняли? Так вот.
Так, и последнее вон Первый ту покажу шишки. просто обалденные. Сумасшедшие шишки. Я просто очень люблю, когда вот... Они затушенные такие, если скинуть. Да, я фотки потом вставлю, но просто все равно посмотрите вот этот размер. Они были краснючие. А это свеженькие, мягенькие, обалденные. И вот где-то была раскрыта, во. Смотрите, какие они потом становятся. Во, прикиньте. Такая была вот такая. Классно же, да? И даже ствол, смотрите, какой, с иголками. Это вообще чудеса. Чудеса чудесные. Вон там еще вон там серенькая. Так, ну все, по цветочкам все, наверное, да? Пойдем сейчас букет резать. Красивенький мне. Результат боя не тот. Ну, это старая фигня, это А. Что Так, включать, да? ой, сейчас. Я не знаю, мне так нравится и место, главное, не надо, вот оно идеально стоит. Рядом с телевизором Вот только заходишь. вот шторка, Скатерть, да, сделаем. которая вот в этой же с клеточкой у нее есть. Не, с клеточкой, видишь, рядом с этой голубой будет смотреться перебор. Надо что-то другое. Ну, вот, Легкое, может, белое. ну, Кружавчик. это то, что вот у придумай. нее есть, да. Что, включаем? Так, да? мы сейчас будем пробовать включать граммофон. Ту пластинку, которая в комплекте. Очень интересная пластинка. Смотрите, точнее, индийская она. 40-е годы, какая-то супер старинная. Поэтому не удивляйтесь музыке сейчас. Включаю, да? Да, сейчас будем пробовать включать. Кстати, громкость здесь не регулируется, очень громко Так, у нас поет. на стоп. Надо не забывать выключать. Ага, на тряпочку, стоп. чтобы. Вот так, ручной завод. Зато удобно ставить можно куда угодно, да? Не надо привязываться к розеткам. Вообще супер в этом плане. Так, иголочка пошла. О. Ты танец еще не выучил? Такая вот песенка. Детская забава такая в старости лет. Ну вот тут начало такое повторяющееся, а потом будет повеселее. Ну, мне вообще нравится. Да. Да, вот тут такая резная такая труба. Это типа миди? Поет на меня, орет. Короче, можно тряпкой туда. Сейчас подальше отойду. Громко такая. Очень громко. Ты чувствуешь себя в индийском доме? Падишахом. Мне просто прикольно. Вот такой сидишь перед телевизором, и он тебе такой поет. Интересно, да? А интересно, вот трубу, когда направляешь в разные стороны, звук, наверное, туда же, да? А сейчас получается чуть-чуть влево. Ой. Насколько у нее интересно? Отломать можно, да. Да, поцарапается, да? А теперь давай попробуем включить пластинки, которые неподходящие. Вот те пластинки, которые мы привезли, они, получаются, большие, стандартные. Да, любую. А мы их не испортим этим. Как не испортим? Портим? Почему? Там иголка портит, дорожки портят очень Да? сильно, конечно. Мы Ну ладно, портим. ну ладно. Реально портим. Ну, мы на 3 секунды. Вот эти вот большие стандартные, они, получается, на... как они называются, интересно? Ну, вот у них скорости там, я не знаю, тут прописано, не прописано, но они... Ну, короче, какой-то проигрыватель. У нас, Да. оказывается, маленький именно для патефонов и граммофонов. Называются они еще миньоны. Тут вот 1-2 песни помещаются на одну сторону. Почти возможно. Что ты хочешь прочитать? Там скорость не написана. У нас вот здесь скорость оборотов 87. А тут неизвестно. Тут не написано, я все читала. Точно. А тут, получается, видите, несколько песен. 7. Да, 7 Ну песен. вот грамм посмотри, 1,60. Что такое? Не знаю. Вот. А я думаю, что это вот где-то вот здесь. 73 еще. Вот. А, это ГОСТ. Я помню, насколько аккуратно нужно было иголку Да, ставить, насколько трогать их. вот они очень такие эти. Ну вот эти дубовые, они толстые. С ними, наверное, так легко не это.
честно говоря, жалко пластинку. Так жалко Леонид Утесов, надо же, Так, блин. да. Вообще, Ну, что-нибудь с ними придумаем. У нас вон Эдик тоже хочет себе граммофон. вообще. Теперь. А ты не хочешь их продать обратно? Кого? Нет, потому что вон папа будет потом слушать. Может, потом простой А, проигрыватель ну все, купим, видишь, да? и Да. до конца получилось. А, все одна песня, на самом деле. А с другой стороны другая, значит, тут всего 2 песни. Ну, можно было вращать, я это испугался. Ну, видишь, пока еще мы и неопытные ребята. Так, ты ее сейчас, наверное, на стоп хочешь? Нет, на стоп надо? Вторую же хотим попробовать. Ну давай. Такая вот останавливалка. Да, получается, с каждой стороны по песне. Так. А нет, тут сними пластинку. Да, еще. Кстати, а если на ту сделать двойную толщину? У нас же, получается, проблема в том, что та пластинка большая, она тонкая. А там совсем другой, там и Ну, дорожки попробуйте. другие. И другие. Вот тут даже видно, вот, да, вот размер дорожек. Там Ну, они более глубокие, да, здесь очень прорези. мелкие. То есть тут иголка, мне кажется, даже... И вот даже эти царапины, которые есть, это же убитая пластинка. Мгм. Ничего не делает с ней. Мгм. Она все равно работает. Ну, тут такая песня, видите, еще не поймешь. Так ли она должна быть? Но мы думаем, так и Мне должна. кажется, очень близко Но мне кажется, тоже. она воспринимается, по крайней мере, как да. мелодия. Да. А это видите, насколько мимо получается? Мгм. Вот там, если снизу, опа, на диск на И серебряный. очевидно, что у нас сейчас здесь по этому наружному диаметру скорость А ты будет ее выше, сразу чем ставь на надо. центр. Можно так? Да. Да, будет скорость выше. У нас здесь проблема именно в том, что получается на ускорение на диком. Все запускает, да? Да. То есть не подошли пластинки, к сожалению. Так, ну возьму примерно. Вот. Нет. Не хватает этого. Оборотов. Хотя вот тут есть регулятор Странно скорости, вообще. но у нас вот на минимуме. Страна, почему она не справляется? А, Когда скорость стала замедляться, она стала прослушиваться. да. Ну ладно, все, не будем ее мучить. В общем, очевидно, что скорость не соответствует. Угу. Вырубай. Это чтобы иголку сохранять, чтобы не лучше вот так тормозить. А потом снимать, да? Потом снимать, да. Угу. Ну тут хорошо, что в наборе иголочки есть. Мгм. Вот тут целый пакетик. Да, да. Что я видела, продаются Кофейники, отдельно. да. А ее можно внутрь, это же как шкатулка открывается. Мгм. И мы вообще думаем, а там нельзя, интересно, хранить что-нибудь, типа пластинок Ну, маленьких. наверное, можно. Мне кажется, пластинка надо как-то рядом приспосабливать, потому что это тоже элемент. Ну, вообще, я интерьера. видела, продаются коробки специально. Но они картонные. Хочется что-то это посимпатичнее. Ну, в общем, вот такая вот штука. Будем дорабатывать, искать пластинки подходящие. Ну, мы нашли пару мест, где можно взять, прям магазинчики. Мы сейчас заедем. Мгм. Да, ну, тем более. Такая вот интересная интерьерная вещь. Ну, смотрите, классно ведь смотрится, да? Вообще, обалдеть. Папа балдеет вообще. Просто обалдеть. Так, как бы мне так подойти, чтобы было... А вот даже со входа вот сразу же... Вот, получается, я захожу в комнату, да. То есть тут у Ну нас, что? правда, пока на столе, извиняюсь, мы тут поели. Вот, заходишь, и сразу граммофон. Как Мы тут получается, припили. знаешь, Женька, ракурс. Так, еще решили показать вам вид именно со входа. Вот когда только-только заходишь в дом. То есть первое, что мы видим, вот такой вот ретро-телефон. Получается, да? Композиция. И сразу же в кадр, кроме бардака, еще граммофон попадает. То есть это все в одном стиле. Да, сейчас. Классно? В общем, папа оценил, доволен очень. Как ребенок. Да? Сейчас супер вещь.